Как изготовить шаблон для фрезерования? Шаблон для ручного фрезера быстро и точно. Чтобы выполнить фрезерование по шаблону ручки на фасаде выдвижного ящика под двухспальной кроватью, которая в данный момент находится в изготовлении. Вот заготовки для фасадов, вот фрезер с копировальной втулкой и новой фигурной фрезой для ручки, который я буду испытывать первый раз. Дело за малым. Нужно сделать шаблон. Буду делать его уже давно опробованным и проверенным способом, а заодно и вам покажу. Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я рад вас всех приветствовать. Материалом для изготовления будет служить обрезок МДФ. Правда, это не совсем обрезок, точнее это полезный обрезок, на двух сторонах которого уже есть шаблоны для фрезерования, которые я применял в своих изделиях. И сегодня шаблон будет делаться на третьей, свободной стороне, так как он потом не потеряется. Толщина МДФ 10 мм. Эта толщина оптимальна для высоты копировальных втулок, имеющихся в комплекте моих фрезеров. 8 мм мало, втулка упирается в заготовку, а больше 10 уже много. Ведь шаблон съедает полезный выглядит фрезы, которого иногда так не хватает. Естественно, что у меня есть чертеж из трехмерной модели кровати, которую, кстати, мы вместе со зрителями моделировали в прямом эфире. А вот так в профиль должна получиться ручка. Здесь и расчет длины, ширины и глубины ручки. И расчет размера шаблона, который нужно сделать с учетом копировальной втулки. Итак, я выбираю на обрезке одну из прямых сторон и сначала размечаю ее карандашом. После этого достаю небольшие обрезки МДФ, которые хранятся у меня на отдельной полке. Они, как правило, имеют ровные края, что очень важно. Раскладываю их по разметке и фиксирую на шаблоне. Фиксировать можно с помощью двустороннего скотча, можно на маленькие саморезы 4 на 16 или вот так, как в данном случае, на микрогвозди. Главное, чтобы их потом можно было без сложности оценить от шаблона. Но и при фиксации, для большей точности, не лишним будет еще раз воспользоваться измерительным инструментом, а не только полагаться на разметку. Далее убирается лишний материал с небольшим припуском. Сделать это удобно электролобзиком или на ленточной пиле. Ленточная пила. Вот образовался еще один обрезок с ровным краем, тоже отправляется на полку. Окончательная обработка фрезой с верхним подшипником небольшого диаметра. Это самая дешевая фреза такого вида, была куплена именно для таких целей в строительном гипермаркете. Изделия из дерева я обычно не обрабатываю, есть сомнения в качестве, а вот в данном случае самый раз. Снимаются ровные обрезки и шаблон почти готов. Ровность линий, ровность углов у меня сомнений не вызывает. Теперь осталось конструктивно доработать приспособление и можно попробовать сделать ручку на черновой заготовке. Прикрепил к шаблону брусок, за который шаблон будет крепиться к детали. И одновременно будет минимизировать сколы на входе и выходе фрезы. Не поленюсь дополнительно закрепить его на саморезы. Хуже от этого точно не будет. И тестирую полученное приспособление. На этой стадии отрабатывается принцип крепления шаблона приспособления к заготовке с учетом реальных условий, поскольку на стадии расчета он не всегда очевиден. Но крепить нужно надежно, чтобы шаблон четко выполнял свою функцию. У меня были случаи, особенно в начале, когда приходилось переделывать шаблон просто потому, что не был продуман вариант крепления. Но это ведь приходит с опытом, или когда можно найти видео с подобными рассказами и поучиться на чужих ошибках. Разве не так?
Вот заготовка и шаблон закреплены, можно фрезеровать. Я это буду делать двумя фрезерами. На одном установлена копировальная втулка диаметром 30 мм и прямая пазовая фреза 14 мм. Им будет сделана предварительная выборка лишнего материала. На втором фрезере копировальная втулка диаметром 24 мм и фреза-ручка для финального прохода и формирования профиля. Настраиваю пылеудаление и фрезерую. Попутно выявляю не очень надежные места по поддержке фрезера и их усиливаю. На тесте это нормально. Все-таки насколько удобна система настройки глубины у этого фрезера. Не нужно ни наклоняться, ни надевать очки. Но очень мне нравится. Я повторю, что делаю такую ручку первый раз, снимаю видео с одного дубля, и пока сам не очень представляю, что получится. Ну вот в шаблоне это выглядит вот так. Видно, что глубина фрезерования установлена несколько больше, чем нужно. И нужно будет подкорректировать. Качество фрезы и качество обработки тоже вопросов не вызывает, даже на такой вот сучковатой черновой заготовке. Сняв шаблон, я понял, что мне это не очень нравится. Не нравится форма выемки, форма ручки. На трехмерной модели это смотрелось по-другому. Нужно будет сделать другую форму, чуть покороче и скосить углы. Но сделать новый шаблон это 10 минут, и именно об этом было сегодняшнее видео. А другую форму ручки я покажу уже в другом видео про изготовление двуспальной кровати своими руками. И уведомления о нем вы не пропустите, если, конечно, вы подписаны на канал и такие уведомления у вас включены. А я сегодня рассказал и показал все, что хотел, и на этом с вами прощаюсь до следующего видео. До свидания.